Ах, Саша. Привет, друзья, всем отличного понедельника. Давай еще раз. Ну давай по-новому. Нет, ты же хотел переписать в прошлый раз, вот. Привет, друзья, всем отличного понедельника. В эфире Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем привет. И это Супер Блиц, где за 10 минут мы расскажем вам самые интересные новости. Внимание! Только на официальном YouTube-канале Димаша Кудайбергена смотрите новый клип на фильм... Внимание! Только на официальном YouTube-канале Димаша Кудайбергена смотрите новый клип на песню Кайран Элим «О моя священная земля». Режиссеры клипа Димаш Кудайберген и Азамат Дулатов. Саунд-продюсер Ерлан Бекчурин, поэты Данияр Алдаберген и Орал Байсингир. Поздравляем! Да, друзья, кто еще не посмотрел, обязательно посмотрите. А я бы даже рекомендовал посмотреть несколько раз, потому что мне кажется, что с первого взгляда довольно тяжело рассмотреть любой шедевр. Мы специально сейчас не высказываем даже никаких резюме, потому что считаем, что эту работу нужно переосмыслить, так как наверняка все уже поняли, что это не просто песня, это для меня лично целая былина, сказание, где Димаш проявил себя не только как блестящий вокалист, но и как клипмейкер. Не побоюсь этого громкого Еще слова. один, получается, появился казахстанский клипмейкер, известный на весь мир. Кстати, на нашем канале Алга Петербург у нас скоро появится обзор, правильно? Да, можно я прорекламирую твою передачу? На канале Алга Петербург у нас появится обзор на этот клип, поэтому обязательно смотрите. На канале Эхо Питера тоже у нас появится интересный выпуск, где свои первые эмоции скажет Диерс со всего мира. Итак, двигаемся дальше. Кстати, новость с тебя. Окей. А у меня, знаешь что, у меня сегодня день рождения. Точнее, не у меня, а у одного очень известного актера Антонио Бандераса. И ему 60 лет. Представляешь? Ух ты! Антонио Бандерас, пенсионер. Поздравляем. И ты представляешь, он мог же стать футболистом, а стал Зорро. И вот, как и большинство мальчишек, он очень любил футбол, и даже у него был шанс заиграть за команду, есть такая команда Малага, но у него не получилось, потому что он сломал ногу на тренировке. А его тренер... случай. Сломал ногу, да, и стал голливудским суперзвездой, актером. А, значит, его бывший тренер уточняет, паренек был, конечно, талантлив, но уж слишком вежлив с соперниками на поле. Настоящий интеллигент Антонио Бандерас. И как здорово, наконец-то я узнал, благодаря тебе сегодняшнему выпуску, что под маской Зорро, оказывается, скрывался Антонио Бандерас. Саша, ну это ты, конечно, даешь. Об этом, мне кажется, можно было узнать, если просто посмотреть титры перед фильмом. Значит... Слушай, ну не во всех же фильмах такие интересные титры, как у Джеки Чана. Да. И, кстати, еще кое-что я хочу добавить. Есть еще один очень известный испанец, которому вот то, что у него не получилось сделать футбольную карьеру, которому это помогло. Это Хулио Иглесиас. Он же тоже хотел быть футболистом, но потом, получается, стал всемирно известным певцом. И отцом. И отцом, да. Еще не менее известного. А хочешь, я тебе скажу, какое самое неудачное интервью было у Антонио Бандераса? Ну-ка. Значит, это было на программе «Прожектор» Пэрис Хилтон в 2011 году. По словам актера, 4 бойких ведущих шоу со странным названием постоянно шутили, не давая ему вставить ни слова. Вдобавок, переводчица в наушнике заливисто смеялась, так что он почти не понимал, что происходит. Зато в конце выпуска актер страстно исполнил песню «Бесама Муча». Итак, идем дальше. Для тех, кто изучает и любит творчество Димаша Кудайбергена, наверняка видели, как относительно недавно на телеканале Хабар вышла целая передача, шоу о Димаше и его творчестве, где он сам сидел, смотрел многие фрагменты и комментировал. Так вот, я думаю, что всем эта передача понравилась, поэтому приоткрою некую завесу тайны. На телеканале Хабар выйдет продолжение этого фильма о Димаше, который будет называться «Димаш Шоу. Окружение». Да, я так понял, что там можно будет и узнать секреты от Ерлана Бекчурина, да? И от других людей, которые помогают Димашу становиться всемирно известным. Мы очень надеемся, что секреты в этом шоу точно будут. Forbes снова проанализировала рейтинги сериалов, которые транслирует сервис Netflix, и составила топ-10
самых популярных шоу лета 2020 года. Тебе, Саша, как любителю сериалов, Да. я вот сейчас озвучу первые 3 места. Как любителю помечтать, посмотреть сериал. Значит, самым успешным сериалом лета оказалось документально-криминальное шоу «Неразгаданные тайны», в котором рассказывают о нераскрытых преступлениях. 2 место – игровое реалити-шоу «Пол – это лава». 3 место досталось новому шоу «Проклятое». Какие страшные названия. Вот. Но в любом случае, мне очень интересно, смотрят ли наши зрители сериалы, хватает ли у них на это время, потому что я знаю, что очень становятся популярными еще дорамы. Это вот, по-моему, то ли китайские, то ли корейские сериалы. Вот. И напишите свой список любимых сериалов, а мы, может быть, воспользуемся этим списком, и появится время, обязательно посмотрим. Я думаю, что наши зрители смотрят один сериал под названием «Когда Димаш Канатович получит Грэмми». Вот это сейчас идет серия, самая интересная. А для любителей почитать, работа над мангой уже практически завершена, и по непроверенным источникам говорят о том, что 10 августа, сегодня, планируется выход электронной версии на английском, японском, китайском и русском языках. Так что поздравляем, еще один сюрприз настоящий ждет, я думаю, молодежь в том числе. А уже, по-моему, предзаказы, да, принимаются? То есть можно уже заказать. И там есть коллекционное издание, да, по-моему, такое в толстом переплете. Я слышал, что уже даже закончили принимать предзаказы. А, серьезно? Вот, да, так что только уже, наверное, на следующий выпуск удастся нам с тобой, Вань, попасть. Ну, ладно. И, наконец, завершить мне хочется очень важной новостью для всего Казахстана, потому что сегодня, 10 августа, впервые отмечается День Абая. Дело в том, что раньше отмечали каждый день рождения, каждый год день рождения этого великого. Сложно называть его только писателем, потому что это и музыкант, и философ, и очень важные деятели, культурный деятель для этой страны. Поэтому поздравляем всех жителей Казахстана, всех любителей творчества этого замечательного поэта со 175-летием Абая Кунанбаева. Вот. А мне кажется, что как раз поэтому, вот ты сейчас сказал, 175 лет исполнилось. Мне кажется, поэтому теперь сделали день Абая, а до этого был день рождения Абая. Поэтому теперь с 2020 года каждое 10 августа будет праздноваться как День Великого Абая. А у нас на канале Алга Петербург появится передача, посвященная Абаю. Вот. Саша у нас специалист, он даже книгу прочитал «Путь Абая». Поэтому не пропустите все самое интересное на канале Алга Петербург и Эхо Питера. Ну что, а в завершение, Саша, у меня хорошая новость, потому что Павел Глоба уверяет, что с 10 по 17 августа, это на этой неделе, скорпионы, львы и овны добьются нереальных денежных успехов, им будет доступно все. Ну, для меня эта новость прошла мимо, так как ни в один знак зодиака я не попадаю. Да, вот повезло скорпионам, львам и овнам. Поставьте лайк, если вы относитесь к этому знаку зодиака. А я хочу прочитать комментарий от Селма. Привет из Бразилии. Мне сегодня понравился твой образ, Саша. Не знаю, как называется эта шляпа, но она мне очень элегантна. Я уже поделилась в группах фан-клубов, в которых я участвую на Facebook. Мне понравилось голосование. В сентябре снова буду участвовать. Крепкое объятие. Сегодня в Бразилии День Отца. С Днем Отца всех. Уважаемые Селма, уважаемые друзья, особенно те, кто не понимает, о чем идет речь, вчера мы подвели итоги голосования на самую прослушиваемую песню Димаша июля. Кто не посмотрел, обязательно сделайте это вот по этой ссылке. Там я веду эфир в Тюбетейке и как раз хочу поделиться с теми друзьями, которые не знают, что означает эта шляпа и как она называется. По-казахски я узнал, это тахия, а по-русски тюбетейка. А ты знаешь, что тюбетейка, она вот круглая, и это специально так сделано. Ты ее когда надеваешь, я даже сам замечаю, что Саша, когда ее одевает, он на 30% умнее становится. Слушайте, да, работает безотказно. А всех жителей Бразилии с Днем Отца. И, кстати, юрта же правильно? Юрта? Слушай, я всегда называл юрта, но, судя по казахским правилам, ударение должно падать на последний слог. Да, вот юрта, она тоже круглая, потому что, когда ты в ней находишься, там вот по-особому концентрируется энергия. Слушай, может, нам в офисе юрту поставить?
юрту. И вот ты говоришь про фан-клуб. Я вот хочу прочитать комментарий от Марии Смирновой, которая пишет: «Извините, я в Германии уже давно и борюсь, как соединиться с немецким клубом. Вот вопрос». Уважаемый немецкий фан-клуб, срочно выходите с нами на связь. Да. И тогда Мария Смирнова сможет вступить. Ваш фан-клуб. Ура! Ну все тогда, друзья. Это все. Мы пойдем готовить наши передачи, а вы не пропускайте новых выпусков. Всем пока!